В российских тюрьмах, как известно, очень строгие условия содержания заключенных, что в свою очередь также делает невозможным вероятность побега. Пожалуй, одной из самых известных тюрем для пожизненного заключения является Черный Дельфин, колония особого режима, находящаяся в городе Соль-Илецке, Оренбургской области на границе с Казахстаном. Здесь пожизненно содержатся самые жестокие преступники, в том числе серийные убийцы, каннибалы и террористы. По статистике, от рук заключенных, содержащихся в Черном Дельфине, погибло около 3500 человек. В среднем это по 5 убийств на одного заключенного. Как шутят сами заключенные, единственный способ выбраться из этой тюрьмы – это смерть. Во времена Екатерины Великой появилась необходимость построить близ Оренбурга остров для разбойников из армии Пугачева. В 1773 году и была построена тюрьма, которая стоит и поныне в городе Соль-Илецке. Ссылка в Соль-Илецкой крепости и в те времена была бессрочной, то есть пожизненное заключение. Сюда отправляли в кандалах осужденных со всей России. По окончании срока заключенный не имел права покидать территорию края и оставался здесь на поселении. Колония получила свое неофициальное название, которое, впрочем, уже стало общепринятым – Черный Дельфин, за скульптуру перед входом, которую когда-то сделали сами заключенные и поставили здесь для красоты. Черный Дельфин – самая большая колония подобного типа в России. Она рассчитана на 1600 человек. В настоящее время в колонии содержится около 900 человек, а количество персонала – около 1000. В колонии содержатся не только пожизненно заключенные, но и заключенные с общим режимом. В колонии поддерживается строгая изоляция от контактов между заключенными. В камере находится по 2-4 человека, однако есть заключенные, содержащиеся в одиночных камерах. В избежании конфликтов сокамерники подбираются после работы с психологом. Заключенные находятся под постоянным видеонаблюдением, спят при включенном свете. При выходе из камеры под конвоем за заключенным следует кинолог с собакой. Подъем в 6 утра. После этого следующие 16 часов лежать и сидеть на койках категорически запрещается. Характерная черта колонии Черный Дельфин: при переходе в другой корпус заключенным завязывают глаза повязкой для дезориентации, чтобы они не могли запомнить план колонии. Минимальное количество конвоиров, сопровождающих заключенного, 3 человека и кинолог с собакой. Каждые 15 минут по камерам проходят дежурные. Размер камеры составляет 4,5 квадратных метра. Причем заключенные отделены от дверей и окон массивными стальными решетками. Таким образом, камера представляет собой клетку в клетке. Из окна видна только узкая полоска неба. Ежедневные полуторачасовые прогулки, при хорошем поведении их могут увеличить до 2 часов, заключенных проводят в специальном закрытом боксе. Своих подопечных они между собой называют осами, от слова «осужденный». Один из самых жутких персонажей – людоед Владимир Николаев из Новочеркасска. Совершивший 2 убийства, в 1997 году он расправился со своим собутыльником, после чего расчленил жертву, чтобы упаковать части тела в сумки и незаметно вынести из квартиры. Но проголодавшись, Николаев отрезал кусок плоти, отварил и съел. Второго приятеля Николаев убивал уже осознанно, захотел поесть и продать мясо, чтобы заработать деньги на выпивку. Разоблачил каннибала его знакомый, которому Николаев отдал часть мяса якобы сайгака. Жена приятеля сделала из этого мяса пельмени и угостила гостей. Но вкус начинки, по словам одного из приглашенных, сильно отличался от мяса сайгака. И хозяева отдали пельмени на экспертизу. Что творилось с людьми, когда они узнали, что ели человечину, доподлинно неизвестно. Владимир Николаев был приговорен к смертельной казни, которую со временем заменили на пожизненный срок. Одно время осужденный сидел в двухместной камере. И по словам каннибала, с сокамерником у него сложились хорошие отношения. Потом, вот когда расчленял, я решил попробовать. Как, прямо сырое мясо, что ли? Зачем сырое? Сначала кусок отрезал от ляжки, потом отварил сначала, а потом
попробовал, что-то не понравилось, а потом решил поджарить. Пожарил, вроде более-менее уже есть можно. Никому больше не предлагали? Да, ну как предлагал, я приятелю просто дал немножко мяса. Ну, он там немножко на спиртное обменял. Не знал, что за мясо, да? Не знал, я ему сказал сайгачье мясо. Он отнес домой, там, ну, жена пельмени немножко наготовила, детей накормила, сама поела. А когда они узнали, что это такое, плохо им не было? Так они и не узнали, они только на суду узнали. Я тоже на суду только узнал, что они пельмени готовят. Еще один каннибал из Черного Дельфина, житель Алтайского края Александр Маслич, убивший 4 человек. Причем одной из жертв оказался его сокамерник, с которым Маслич сидел в Рубцовской колонии. Задушив соседа, убийца вырезал у того внутренности, которые отвалил и съел прямо в камере, а затем запил кровью жертвы. Этот проступок навсегда лишил его возможности выйти по УДО. Правда, что вы занимались людоедством? Людоедство было самим задумано потерпевшим, которого убили. Людоедство было действительно у моего подельника. Я с ним все показания разделил поровну.